Добрый вечер. Меня зовут Зубков Вадим. Я являюсь инженером, практикующим мастером по установке камина, печей, барбекю. В данном сегодняшнем уроке мы рассмотрим такой вариант, как установка топки с водяной рубашки Жарко АК-850. В данном случае топка предназначена для системы закрытой системы отопления и подключается непосредственно в систему отопления. Мы можем наблюдать в данной топке распайку медных трубопроводов, которые являются подача, обратка и несколько степеней защиты от перегрева. В данном случае стоит взрывной клапан на 2,5 бара, защитная группа, сбрасывающая воду, пропускающая воду через встроенный теплообменник внутри топки для охлаждения ее. Все эти механизмы соединены через трубопроводы с канализацией. Опять же, на каждой ветке стоят у нас воздухоотводчики, так как система довольно прихотливая к воздуху, и для качественной работы необходимо стравливать воздух. Вот. Существует подача воды, которая идет непосредственно в встроенную емкость охлаждения топки. Также на данной топке мы можем наблюдать контроллер, который является регулировочным и основным звеном регулировки камина и работы. В данном случае мы видим, что при работе камина открыта на 100% воздушная заслонка и система нагрета топка до 47 градусов. То есть довольно неприхотливая в эксплуатации данная система, но показывает себя довольно неплохо. В данном случае еще на камине предусмотрен ревизионный люк. Для чего? Для того, чтобы было бы при аварийных ситуациях возможно закрыть или открыть краны внутренние. Также данная топочка является регулировка вторичного воздуха горения, регулировка подачи воздуха на горение, кабла, то есть регулировочка интенсивности тяги дымохода, и также возможна регулировка притока воздуха в зону горения. То есть, как бы, в принципе, скажем так, этот нюанс является в данном случае, наверное, лишним. Почему? Потому что фактически, допуская воздух в камеру горения через дольник, мы убираем возможность контроля, натурального контроля контроллером через систему подачи воздуха автоматически. В данной топочке существует установлен приток воздуха с улицы, также установлены раздвоитель и автоматический контроллер, клапан автоматический регулировки воздуха, то есть в зависимости от степени открывания кабы воздушных на притоке и является интенсивность горения. Поэтому я и говорю, что вот такие вот нюансы, как на данной топочке, они фактически малоэффективны. Вот. Данная топочка, скажем, показала себя и неплохо с точки зрения эффективности горения. Мы использовали ее, проверяли на системе отопления 400. Да, в данном случае у нас топочка 20 киловаттная. Она рассчитана на то, чтобы дублировать систему отопления, поддерживать в случае использования камина необходимую температуру для отопления в доме. Ну и естественно не пропадают зря дрова, которые в данном случае. Данная топочка интересна как источник отопления.